Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня будет очередной вязовлог. И хочу показать, какие игрушечки я начала вязать. В предыдущем вязовлоге я показывала, что вязала малыша в шубке по мастер-классу Натальи Спиридоновой. И вот я решила начать второго. Конечно, у меня нету игрушки той уже в наличии, чтобы вам показать разницу. В общем, в этой игрушечке я поставила глазки немножко поближе. И мне кажется, что так игрушечка получается милее. Буквально по одному столбику здесь вот. Но это, так сказать, по моей ошибке, по моей невнимательности. Предыдущие глазки я ставила немножко дальше. В общем, не полностью посмотрела видео по оформлению. И ну, там в мастер-классе есть такой момент, где мы отмечаем, где у нас должны быть глазки. И оказывается, это было не место, где вставлять глазки, а где краюшки ихние. Вот. Ну, надеюсь, понятно объяснила. Так как у автора глазки там клеевые, она просто смотрит по этим ниточкам, которые здесь вот по краям, да, мы вставляем. И по этим краям она клеила глазки. А я же решила, что нужно в эти отверстия вставить глаза. Поэтому предыдущие игрушки, они у меня были пошире. Ну, в принципе, все детки рождаются разные. У кого-то пошире, переносится, у кого-то поуже. Поэтому ничего страшного. Так, ну, у меня не только голова связана. Еще я связала вот такое тельце. Не знаю, понятно или нет, но по расцветочке это у меня будет мальчик. Вот такой вот мальчишка. В принципе, наверное, похож. Конечно, ему еще нужно все дооформить, и тогда будет видно. Вот здесь вот в голове я делаю вот такое вот закрытие обычное. У автора оно совсем по-другому делается. Но я до конца не понимаю, зачем это. Поэтому, в общем, делаю, как всегда, как обычно, по старинке. Вот такой малыш. И знаете, у меня вот только такие цвета, вот ниточки такой велюровой, да, из таких вроде пацанячих, мальчуковых расцветок у меня есть только вот такой вот остаток Ярнард велюр, но это очень маленький остаточек. Я что-то вязала, и вот смотрю, когда-то такое мягкое полотно. Вот. И я понимаю, что на шубку ему не хватит. Не знаю, вот смотрю, может быть, из такого шубку сделать, но как-то не очень бы хотелось. Я, наверное, постараюсь выбраться куда-нибудь, может быть, в фикс прайс и посмотреть ниточки. Мне вот понравились вот такие нитки. Я уже говорила, в фикс прайсе брала. Хорошо вяжется, приятная ниточка. И надеюсь, что там будут какие-то другие цвета. Я вот в прошлый раз, когда ходила, там был вот такой еще голубой. И вот такой вот какой-то цвет. Но это у меня не та ниточка, это Ярнард велюр. Она мне не очень нравится. Она скрипучая, и когда уже свяжешь полотно, оно какое-то шершавое. Вот. Ну, мне хотелось бы вот такую вот шубку связать. Ну, не знаю, получится или нет. Найду ли я ниточки. Но я уже из этого остаточка связала вот такую вот шапочку. Конечно, наверное, нужно было сначала дождаться ниточку на шубку, а потом уже шапочку делать. Но я подумала, если что, просто эта шапочка останется для следующей игрушки. Если вдруг там, ну, как-то цвета не будут сочетаться. Конечно, надо было бы все собрать, а потом показывать. Но все равно, смотрите, какой мальчишка получается. Такой вот интересненький. Такой лупатенький. Здесь вот у меня белочки есть. Мне кажется, такой интересный малыш получится. Вот.
В общем, у меня вот такие вот процессики. Я пока откладываю, пока не попаду в магазинчик и не куплю какую-то пряжу ему на шубку. В идеале, конечно, вот такую какую-нибудь голубенькую. Ну, посмотрим, в общем, какая попадется. Так. И следующий процессик у меня здесь такой небольшой. Можно сказать, я его уже практически довязала. Осталось только собрать. Ну, кто давно на моем канале, тот, наверное, узнал. Это будет игрушечка по моему мастер-классу. Много игрушек по одной схеме. Вот. Вот такая вот голубая заготовочка. В общем, сначала я хотела вязать единорожку. Вот такую вот голубенькую. Но, знаете, я, когда уже связала, подумала, я же хотела тигра голубенького связать. И решила делать детальки уже на тигрика. Поэтому у меня уже связана и мордочка. Вот такая вот беленькая. Ну, хоть я белый не люблю, но сюда подошел бы только белый. Потому что, ну, к голубому такому холодному 0,3 Ярнард джинс он вообще никак не подходил. Оно желтило, в общем, ну, не сочеталось. Выглядели ручки как грязные. Мордочка есть и уже ушки есть. В общем, осталось только собрать. Кстати, мишка тоже бы хорошенький получился. Кстати, смотрите, можно вот эти вот ушки пришить. Вот так. И будет, смотрите, какой миленький мишка. Не обязательно вязать ушки, как вот в том мастер-классе по мишке. И вот долго я думала, какими же мне делать полосочки. Сюда коричневые вообще никак не шли. Опять же, повторюсь, то, что ну, оттенки такие холодные, а коричневый он более теплый. И ну никак. Я так прикладывала разные оттенки посветлее, и 71 сюда. Ну, в общем, так прикладывала полосочки, ничего мне не нравилось. И, в общем, остановилась я на вот таком вот цвете. Ну, наверное, не видно. Это вот такой вот меланжевый цвет. Я могу, конечно, ошибаться, но это, по-моему, 28 оттенок. Если неправильно, я вот здесь вот подпишу. А вот такой вот не черный и не серый. В общем, вот такой вот меланжевый. И мне кажется, он ну, неплохо так подошел сюда. Я еще вышью полосочки ему и думаю, что хорошо будет. Вот. И будет такой вот голубой тигренок. Просто я видела, девочки вяжут таких голубеньких, и мне очень ну, нравится, как выглядит. Вот. Поэтому единорожка у меня не вышла, а вышла ну, вот такая вот тигруля. В общем, такой процессик. Нужно все это дооформить. Ну, а пока как-то так. Я тут себе немножко набросала списочек, что я хочу связать. В общем, котиков нужно связать, авокадо парные уже продались, нужно. Дальше черепашки, единорожку нужно. Ну и там вот уже мои такие хотелки. Это мне нужно оленя по моему мастер-классу связать, лисичку. И хочу игрушечки маленьких зайчиков из софти повязать. Вот такой небольшой список. Понятное дело, что я его не буду прям там до Нового года вязать или еще как-то. Никакие сроки себе не ставлю. Ну, просто вот пометила то, что мне хотелось бы и нужно, ну, как сказать. Я же арендовала полочку. Кстати, вставлю вам здесь вот кусочек видео о том, ну, как выглядит там немножко магазин, что на других полочках продают. Вот. И, в общем, ну, не хочется, чтобы месяц прошел, так сказать, в минус. Я хочу все-таки туда также котиков-колобков отнести и каких-то маленьких зайчиков. Чтобы, ну, большую игрушку, может быть, не купят, может, купят. Ну, это уже как повезет. А маленькие игрушки точно могут купить. Ну, как бы, обычно там 300 рублей. Если ребенок просит, бывает вот
Ну, в основном люди покупают. Тех же котиков тоже вот как бы 300 рублей, он маленький, пушистенький. Почему бы не купить? В общем, сейчас ставлю вам кусочек из магазинчика. Брата просила корзинку сплести, а он не хочет.
И на этом пока все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Подключилась показать вам, чем я сейчас занимаюсь. Смотрите, начала вязать еще игрушечку. Пока не очень большие продвижения, но в принципе они есть. Я связала все маленькие детальки. Так, рог потеряла. Вот у меня уже есть 2 рожка. Ну, я думаю, по расцветке и деталькам понятно, что это я вяжу олененка по своему же мастер-классу с вот таким вот красным носом. Все мелкие детали связаны. И уже почти половина тела у меня связана. Вяжу в этот раз я крючком 2,25. Обычно я вяжу двоечкой, но вот в последнее время я практикую вязать крючком побольше. И мне кажется, что чем дольше я вяжу этим крючком, тем плотнее полотно у меня получается. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет вести себя при набивке. Вот, покажу сначала, как оно так выглядит. Ну, в принципе, как и обычно, как двойка вяжу. Я буду просто немножко меньше набивать. Обычно я набиваю так, что, ну, игрушка такая плотная. А это я что-то подумала, что, в принципе, не обязательно так сильно набивать. Так как игрушка маленькая, никуда холофайбер не денется. Ну, подсдуется, может быть, немножко, но так как это полухлопок и детали небольшие, то ничего страшного с игрушкой не произойдет. Вот, попробую в таком формате пока месть повязать. Ну, я думаю, что нормально должно быть. Кстати, вяжу из вот такой вот ниточки Alize Cotton Gold. И цвет это 0,2. А я первый раз вяжу оленя вот с такого цвета. Обычно я такого оленя вяжу из 0,7 Yarnard Jeans. А это что-то я вот вспомнила, что в том году какую-то игрушку вязала из такого цвета. И вот что, ну, такой хороший оленей цвет. Поэтому оленей цвет. Бывает оленей цвет. Ну, в общем, расцветочка нравится. Он такой как бы горчичный, но не совсем. Вот. Должен получиться миленький олень, по идее. Кстати, я вот хотела еще у вас спросить. Вот знаете, многие девочки снимают такие видео, где они пишут список игрушек, которые они хотели бы связать, кидают кубик и, в общем, какая игрушечка выпадет и какая циферка на кубике, столько по времени, в общем, вязальщица и вяжет игрушечку. Скажите, было бы ли вам, моим подписчикам, интересно смотреть такие видео? У меня сейчас довольно-таки большой список есть игрушек, которые я хочу связать. И вот я, ну, все понемногу начинаю, все вяжу. И подумала, почему бы, например, вот такое видео не снять. Но опять же, я не знаю, интересно будет вам такое смотреть или нет. В общем, я буду ждать ваших комментариев. И если вам нравится такая идея, ну, в общем, если вы проголосуете за нее, то я буду снимать вот такое видео. В общем, если наберется больше там 10-20 человек, то я буду такое снимать. Но если будете писать, что такой формат не интересен, то ну зачем я буду снимать, если вам не интересно. Так, и сейчас хочу показать. Я тут сделала небольшие покупочки. Первые покупки вот такие вот из Fix Price. Так, сейчас, наверное, распакую, чтобы не шелестеть. Цвет, конечно, передается совершенно неправильно. Он такой более зеленый. И даже если я открою окно, то все равно не то. Ну и ладно. В общем, цвет не передается, но он такой мятный и немножко зеленцу отдает. Не такой вот, не такой, как вы его видите.
Это ниточки из Fix Price, я уже такие показывала. Называется набор для вязания шарфа. На этикеточке здесь схема английской резинки. И в комплекте идут вот такие вот спицы. Так, а здесь же ни цветов, ничего нету, да? Да, в общем, на упаковке не пишется ни метраж, ничего, вот только граммовка, 100 грамм. Так, взяла вот такой вот зелененький. Далее вот такой вот розовенький. И под цвет здесь спицы. Вот такой вот красивый. Вот здесь вот цвет передается правильно. Такой вот яркий. И вот такой вот цвет. Тоже здесь вот спицы. У меня теперь 4 пары. Вот еще вот такие сиреневые. Вот какая красота. Ну и, в общем, вот такой вот черненький цвет. Это я долго крутила, вертела. В общем, там был синий, темно-синий. Голубенького не было. Еще был ярко-фиолетовый. Но я посмотрела, никакие эти цвета не подходили на шубку малышу. И я решила, что, в принципе, неплохо будет, если я ее свяжу вот такую вот черную. Прям будет четко подходить, как раньше были шубки. Вот такие вот серо-черненькие. И какой-нибудь игрушки я свяжу вот такую вот шапочку. Вот как раз у меня она была вот такого какого-то черного цвета. А еще кто-то из девочек писал, что у кого-то была розовая шубка. Поэтому я буду вязать потом еще девочку. И вот в такой шубке. Пряжа не бюджетная, в принципе. Но по цене все так же, как и если, допустим, в рознице в магазине купить Ярнард Велюр или там Dolphin Baby. В общем, 199 рублей. Ну, спицы, конечно, я не уверена, что они нужны. Ну, а вдруг пригодятся. Может, правда, какие-то шарфики буду вязать. Кстати, интересно, какой это размер. Ну, вроде бы 6. Да, в общем... Да, в общем, это 6 миллиметров спицы. Ну, не знаю. Ну, бывает такое, что сейчас это не нужно, а потом через время раз и что-то нужно. Ну, в общем, интересно. Вот такие небольшие покупочки. И не знаю даже, интересно вам или нет будет, я хочу вам показать новогодние игрушки. Ну, вдруг кому-то будет это полезно. Просто я совершенно случайно попала в магазин и купила игрушки. Так, в общем, сейчас покажу. В общем, первая игрушечка это вот такой вот домик со снеговичком. И вот здесь такой бубенчик. Такую игрушечку я совершенно случайно, в общем, пришла в гипермаркет Магнит, да? В общем, не знаю, на ютубе можно ли называть какие-то магазины. Ну, в принципе, если Fix Price называют, то, наверное, эти тоже можно. Вот, и купила такую подвесочку. Они там не очень дорогие были. Ну вот, только я не заметила, что тут дымарь сломан. Ну, не факт, что я такой купила. Может быть, я пока донесла, она такая стала. Вот. Там очень много разных вот таких вот игрушечек. От 50 до 100 рублей. Олени там всякие есть. И не знаю, конечно, когда выйдет это видео. Но там вот в какие-то дни должны быть перед Новым годом скидки. И будут игрушки еще дешевле. Обычно всегда в Магните перед Новым годом, когда уже последние числа, игрушки дешевеют. Там вообще можно за копейки их купить. Такая, в общем, подвеска. Далее я взяла вот такие вот игрушечки. Я купила маленькую елку, и мне нужны были маленькие игрушки.
И я приобрела вот такие игрушечки. Они, в принципе, смотрятся неплохо. Кстати, в Магните есть недорогие игрушки, которые стеклянные. Меня очень удивило то, что ну там 150 рублей 4 игрушки. Но это вообще, считаю, что бесплатно. Но я стеклянные не стала брать. Мне, ну, грубо говоря, негде их хранить, так что аккуратненько, чтобы они не разбились. Поэтому я люблю пластмассовые, чтобы скинул и не страшно было. Стоп. Кажется, вот эти игрушки я брала не в Магните. Я, наверное, просто все положила в одно место. Эти, наверное, вот игрушки были со светофором. Я, когда ездила к маме, заезжала в светофор, и вот там как раз-таки купила елочку, такую маленькую пушистую. Ну, я когда наряжу елочку, я вам покажу. Она такая небольшая, не знаю, на сантиметров 60-50. И мне понравилось, что она очень пушистая и стоила там что-то 400 с чем-то рублей. У нас такие елки метро я видела, и в Бау-центре стоили больше 1000. Конечно, наверное, надо было цены посмотреть или как-то это зафиксировать. Ну, в общем, еще взяла 2 лошадки. Они продавались вместе. Вот такие вот милые, тоже пластиковые. И там были разные расцветки. Красные, голубые, синие, розовые. Ну, в общем, я почему-то взяла их вот такие. Далее взяла вот такой вот наборчик. Он стоил что-то вообще недорого. Или 59, или 79 рублей. Но здесь вот... Так, сколько? 16 разных игрушечек. Так, сейчас прям высыплю. Смотрите, есть вот такие вот натуральные шишечки. Сделано, конечно, абы как, но тем не менее. Если на маленькую елочку повесить, то ничего страшного. Здесь даже семена еще остались. В общем, наверное, по 4 игрушки каждого вида. В общем, вот такие вот шишки. Одна не раскрылась. Но зато выглядит максимально натурально. Как на ветке они росли, так их или собрали, или оторвали. В общем, так и продают. Далее вот такие маленькие подарочки. Ну, кстати, я чуть не подумала, можно было самой такие сделать. Далее вот такие вот шарики. Это, наверное, вишенки замерзшие такие. И вот такие вот звездочки. Я вот вообще не люблю вот такое вот все блестящее, чтобы потом вот блески везде валялись. Но, тем не менее, все равно взяла. Так, вот такой бюджетненький наборчик. И еще взяла 2 набора вот таких вот домиков. Брала 2, и расцветки такие разные, потому что, ну, у меня 2 елочки. Одна будет у меня на лоджии маленькая, а вторая большая в комнате. Поэтому, ну, расцветка не одна. Вот, в общем, такие прикольные. И 4 домика, ну, в общем, вот эта упаковочка 149 рублей стоила. Это я точно помню. Ну, как бы за 150 рублей 4 игрушки, я думаю, ну, такая хорошая цена. И последний наборчик, вот такой вот большой, шикарный. Так, здесь у нас 35 игрушек по 4 сантиметра. Вот такие вот. Вот разные игрушки, но все они красные. Так, отсвечивает. В общем, вот такие они прикольные. Эти обычные. Вот эти вот такие интересные. И вот такой ребристый шарик. Конечно,
все с них сыпется, но, как говорится, Новый год, ничего страшного. Вот такой вот наборчик стоил 350 рублей. Но здесь 35 игрушек, да? Да, как бы 35 игрушек. Можно было взять только этот набор, и его бы хватило, наверное, на елочку мою. Но я сначала эти брала, а потом уже этот набор увидела. Мне показалось, что это, ну, такая хорошая цена для такого количества игрушек. Получается, что игрушечка стоит 10 рублей. Ну, в общем, грех было не взять. Не знаю, интересно вам было это посмотреть или нет, но мне кажется, ну, мне было бы интересно посмотреть. Может быть, кто-то так же, как и я, искал игрушки новогодние, такие вот небольшие. Ну, я, так сказать, случайно нашла, да. Вообще ходили за продуктами, но вот накупили игрушек. Так, на этом, наверное, все. И теперь увидимся, когда я свяжу малышу шубку, и вот у меня какие-то еще продвижения. Поэтому на этом сегодня все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Сегодня у меня уже пятница, ну, а у вас, скорее всего, воскресенье. Да, потому что я планирую, надеюсь, что у меня получится выпустить этот вязовлог в воскресенье. Вот. Подключилась, чтобы закончить этот вязовлог и показать, чем я занималась все это время, какие игрушечки у меня связались, какие до сих пор в процессе. Как я люблю говорить, не особо много связано, но тем не менее. Если я сейчас этот кусочек не сниму, то, ну, получается, потом уже будет вообще не актуален этот вязовлог, который я начинала снимать. На этих выходных я опять уезжаю к маме. Вот. Ну, не знаю, получится ли у меня там вязать, но надеюсь, что смонтировать видео у меня получится. Итак, первое, что хочу показать, это я довязала, собрала и оформила малыша по мастер-классу Натальи Спиридоновой. Это платный мастер-класс. Ну, в общем, оставлю ссылочку в описании на автора. Просто бывают, спрашивают. Меня, кстати, очень удивляет, когда в видео говоришь, что это платный мастер-класс, или там мастер-класс не мой, и пишут такие комментарии, типа, а снимите мастер-класс. Ну, не знаю, может быть, это дети пишут, либо, может быть, какие-то не очень понимающие люди. Не знаю, говорила я об этом или нет, но еще раз повторюсь. Если мастер-класс платный, на него нельзя распространять схему, то есть человек создал эту игрушку и не собирается бесплатно делиться с ней. Только вот за денежку. И поэтому даже если я купила мастер-класс, я не могу его никому отослать, как вы это любите написать, пришлите мне мастер-класс. Вот, ничем таким я не занимаюсь. Я просто ставлю себя на место автора и представляю, вот, допустим, я бы создала какую-то игрушку, был у меня мастер-класс платный, и просто кто-то купил и выставил в интернет. Да, ну, так себе история, конечно. У всех, конечно, возможности свои разные по поводу заработка. Кто-то ходит на работу, кто-то вот занимается придуманием мастер-классов, кто-то еще что-то делает. Ну, в общем, неважно. Поэтому, как говорится, надо все-таки ценить труд. Итак, вот такой малыш, вот такую вот челочку я ему вышила. Знаете, челочка не по всей голове, а вот именно так, потому что вот раньше были пластиковые пупсики, и у них были вот здесь вылитые только, ну, из пластика чубчики. Ну, я решила тоже вот так сделать. Сильно не мудрить. К нему есть шапочка, которую вы уже видели. Вот такая вот ушаночка. Шарфик я связала под цвет сапожек. И связала вот такую вот шубку. Смотрите, она как вот прям в детстве были шубки. Она и на ощупь практически такая. Ну, поприятнее, конечно. Ну, на вид прям вот как и была.
Я, кстати, когда мужу показывала игрушку, он говорит: о, это прям я в детстве. У него была вот такая вот черненькая шубка. А, Эту шубку я вязала крючком 2,25, и уже она такая более просторная. И вот здесь вот буквально одну петельку добавила в рукавчик, и видите, уже игрушка у меня легко снимается. Просто, ну, как бы у меня здесь проволочный каркас в ручках, да, чтобы можно было согнуть там, как хочется. Вот, а так, в принципе, очень легко снимается, одевается. Ну, то есть здесь легкое пространство, да, так снять. А в предыдущей игрушке у меня очень плотно это одевалось, и плохо было снять. Шубку я вязала не совсем по мастер-классу. В мастер-классе там воротничок двойной делается, и внутри подклад такой вывязывается из полухлопка еще. Ну и, в общем, такой массивный воротничок получается. Мне такой не нравится, поэтому я вот вяжу просто в однострой, так сказать. Вот. И вот такой вот захлест у меня получился побольше. Я хочу вот посмотреть, может быть, у меня там где-то кнопочки были. Пришить сюда еще 2 кнопки, например, и чтобы можно было вот так вот застегивать. В идеале, конечно, бы вот купить приспособление, которое я вот как-то видела на Алиэкспресс, знаете, которые кнопки такие вот, ну, железная штука приедутся, пластиковые сюда. Потайные они такие есть, а есть обычные. Вот не знаю. Понятное дело, что если я закажу это приспособление, будет долго идти. И не знаю, насколько оно мне нужно. Поэтому, наверное, все-таки поищу какие-то крючочки, либо, ну, в общем, какие-то застежечки сюда, чтобы вот так вот она застегивалась. Ну, а пока ведь будет держаться на шарфике, как и у предыдущей игрушки. Вот, такой мальчишка получается. Можно мотануть воротничок, либо спрятать ушки. Вот. Вот такой малышок. Я, конечно, хотела сначала шарфик под цвет варежек сделать вот такой, но потом подумала, ну, что совсем вот у меня и штаны, варежки, и еще шарфик будет такого цвета. Ну, в общем, не стала. Решила под сапожки сделать, чтобы прям мальчик вылитый был. То ему вот такой маленький ротик вышила, и боялась, что он на девочку будет похож. Но нет, вроде как мальчик. Так, в общем, вот такая у меня игрушечка связана. Далее я наконец-то довязала коалу. И уже вышел мастер-класс у меня на канале. Вот такая вот миленькая. Уже девочки вяжут. Но если кто-то не видел и пропустил, я оставлю вам здесь вот ссылочку на мастер-класс. Там я показываю подробно, как пришивать ушки, как их вывязать, как вывязать мордочку, животик. Ну и вот это вот утяжечки для глаз, да, вот такие показываю. А форма тела у меня в другом видео. Ну, в общем, это игрушка из серии «Много игрушек по одной схеме». Далее у меня здесь вот корзинка неоконченных процессов. Вот я сегодня сидела, оформляла тигренка. Вот такого в голубом цвете хочу сделать. Мне осталось вышить носик, вышить полосочки. Ну и вот глазки оформить. Но не успеваю я этого сделать. Придется уже по приезду дооформлять. Потому что, ну вот, дочка придет со школы и надо будет ехать. И еще вот такие у меня здесь процессики. Это я довязала оленя. Тоже он у меня не оформленный. В таком вот, смотрите, красивом цвете. Ну, я в начале видео рассказывала, это 02 Alize Cotton Gold. Прям такой тепленький получился, хорошенький.
Вот, кстати, наверное, возьму с собой маленькие моточки и навяжу разных шарфиков. Ну, связать пару шарфиков точно будет время. Вот. В принципе, вы таких уже оленей видели. Некоторые даже связали. Это все по моему мастер-классу. Вот что одна схема тела. Как и коала, и тигренок, и там еще множество других игрушек. Вот, кстати, это у меня, чтобы полосочки вышивать. Так, главное не забыть и не потерять. И здесь у меня начатые процессики. В общем, связала я здесь две мордочки. Вот такие вот. Хвостик и две ручки. Это я хочу связать парочку тигренка, мальчика и девочку. Девочку я уже практически связала. Осталось пришить мордочку, вывязать ушки, ну и полосочки вышить. И смотрите, это я вязала крючком номер 2. В принципе, неплохо. Ну, я, конечно, вижу, что есть разница, если вязать крючком номер 2. Не знаю, как мне свыкнуться с тем, что, ну вот, полотно отличается. Вот есть такие, ну, небольшие, но вот такие какие-то отверстия есть. Это, конечно, не критично, ничего там не видно. Ну, знаете, вязка как будто бы, ну, в общем, не такая, как я хочу. Просто когда вяжешь, да, вот так вот, а потом вот так, то как-то немножко расстраиваешься. Но вот смотрите, голову, допустим, я набивала меньше. Не знаю, тут почему-то в тело запихивала так холофайбера много. Вроде здесь не обязательно много, но по привычке уже, знаете, плотно набиваю. И если вот здесь вот так как-то расхлябанно смотрится, то на голове, если меньше набиваешь, то смотрится хорошо. Вот. Ну и мальчишка будет вот такой вот поярче. Но только от мальчишки есть хвостик и ручки. Ну и мордочка. Куда ж без мордочки-то? Вот. Не знаю, вообще не знаю. Ничего не успеваю, но, в принципе, наверное, все так не успевают. Вот такие вот у меня тут продвижения. Думала на этих выходных дооформлю и в воскресенье отвезу игрушечки в магазин. Но нет. У меня опять получается, либо есть игрушки, но нет времени съездить в магазин, либо нет игрушек, а есть время съездить. Ну, в общем, как-то так. И еще быстренько покажу. Я все-таки довязала шапочку. Вот такая вот она получилась. И, как назло, у нас сейчас на улице тепло. Да. Я ее еще не стирала. Закрыла вот таким вот способом. Как бы разделила на 4 части. Здесь у меня идет одна изнаночная. И потом вот через ряд закрытие. Ну, в общем, я уже вязала такие шапочки. Они хорошо смотрятся на голове. Ну и самое главное, что они будут подходить под цвет ботиночек. Потому что курточка у нас розовенькая, черненькая. Вот. Розовые шапочки есть, а вот под желтые ботинки нету. Теперь все есть. Ну что, вроде бы все показала, рассказала. Все, что хотела. Больше ничего у меня пока нету. Не очень много времени на вязание. Вот. Поэтому на этом заканчиваю это видео. Спасибо всем огромное за просмотр. Спасибо за подписки, за комментарии. За все вам огромнейшее спасибо. И всем пока.